Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. После того, как Баран узнает от Сабихи Ханым настоящий день рождения Дилана, он зовет всех в свой кабинет. Хотя Баран говорит, что это ее первый день рождения в этом особняке, госпожа Сабиха говорит, что впервые за многие годы будет отмечать день рождения дочери. По просьбе Барана Джихан зовет всех в комнату и сообщает, что мы будем отмечать первый настоящий день рождения Дилана. Когда они полностью организованы, Дилан заходит в комнату и спрашивает, где все. Затем все извиняются и выходят из комнаты. Когда Дилан спрашивает, убежит ли она, когда останется с Бараном, Баран говорит, куда я убегу. Это моя комната, я работаю. Пока люди в особняке обсуждают, что и как делать на кухне, приходит госпожа Азади и спрашивает, что происходит, все собираются. Когда господин Кудрет сказал, что у Дилана день рождения и мы готовим для него праздник, госпожа Азади сказала, «Вы хорошо подумали, давайте сделаем что-нибудь праздничное», и все принялись за работу. Баран не знает, как отвлечь Дилана, но Дилан подозревает, что что-то происходит. Когда они собирались выйти из комнаты, что-то пришло в голову Барану, и когда он сел, сказав, что у него мало работы, Дилан сказал, «Тогда хорошо», и хотел выйти из комнаты. Баран сказал, «Никуда не уходи, ты мой источник вдохновения», и усадил его. На кухне царит суета, а госпожа Сабиха и госпожа Азади ругаются из-за еды. Баран скрывает свой замысел от Дилана, но Дилан изо всех сил старается его увидеть. Звонит телефон Барана, это Ферат, и он отправляет изображение, чтобы выбрать модель торта. Пока Баран заботится о ней, Дилан пытается увидеть рисунок, который нарисовал Баран. Когда Баран замечает это и быстро идет к нему, Дилан откладывает планшет и делает вид, что исправляет буквы на столе. Тем временем буквы падают, а письмо, написанное Джавахиром, остается там, где упало. Отец Джавахира звонит ему и говорит, что найдет способ вытащить тебя после того, как оскорбил его, сказав, что ты позоришь семью. Повесив трубку, Джавахир идет в свою палату и говорит, что после ухода ему легче. Дилан хочет выйти из комнаты, но Баран снова ей мешает. Пока Баран продолжает готовиться к сюрпризу для Дилана и разговаривает по телефону, Дилан немедленно выходит из комнаты и пытается выяснить, что происходит. Пока мы говорим о праздновании дня рождения на кухню заходит Дилан и спрашивает, чей день рождения мы отмечаем. Пока Джихан говорил о дне рождения брата Ферата, когда Ферат пришел с пакетами в руках и сказал, что все в порядке, остался только один торт, все промолчали. Потом они говорят о том, не следует ли нам устроить простое празднование, чтобы спасти ситуацию. В комнате Барана мужчины Карабея рассказывают, что они оказались в сложной ситуации и что контролировать Дилана было непросто. Затем Баран сообщает мне, что мне звонил адвокат Джавахира. Чтобы не испортить работу на кухне, Гуль продолжает лгать, гадая, понял ли Ферат. Когда Дилан говорит, «Мне жаль, что ты оставил меня в неведении», Гуль шепчет, «Надеюсь, ты рад, что не работаешь в таких суровых условиях». Пока Дилан настаивает, чтобы он что-то сделал, приходит Баран и забирает Дилана. Говорят, они очень боялись, что он разберется за его спиной, и что Баран пришел и вовремя все понял. Ясмин и Сельма ставят печенье перед Харуном и Джевдете, чтобы они попробовали. Печенье Ясмин соленое, и становится любопытно, кто добавил эту соль. Ясмин расстраивается и уходит, сказав вам приятного аппетита. Тем временем звонит телефон Джевдета, и это Джихан. Когда Дилан идет на прогулку с Бараном, ее телефон звонит, и она объясняет Дилану, что это связано с работой. Когда Дилан спрашивает, почему сегодня от меня все скрывают, Баран отвечает, что тебе, должно быть, так показалось. Дилан очень расстроен этой ситуацией и не хочет идти дальше, злится и заходит внутрь. Когда Дилан входит и видит, что зал украшен, и спрашивает, что вы здесь делаете, они паникуют, и Джихан говорит, «Ну, моя невестка Ферат узнала». Пока Дилан хочет все вымыть, Баран мешает ей и ведет в комнату, говоря, что пора отдохнуть.
Когда Ферат говорит, как трудно вести секретные дела с Диланом, когда они ушли, Джихан говорит, что да, но теперь мы научились разным трюкам. Тогда Джихан извиняется перед Фератом и просит прощения за обвинение его в измене. Они обнимают его, говоря, что отныне, когда я что-нибудь о тебе услышу, не поверю. Госпожа Сабиха благодарит Гэжу Азади, и когда Дилан говорит, что она впервые будет отмечать свой день рождения со своими близкими, госпожа Азади говорит, что Дилан – чистосердечная девушка. Пока Хасан находится у бассейна, к нему подходит госпожа Сабиха и говорит: «Я все знаю, Джавахир свяжется с тобой, ты будешь сотрудничать со мной, ты скажешь мне, что думаешь, когда поговоришь с ним. Если ты о чем-нибудь подумаешь, иначе я пойду в Баран и расскажу тебе все, что ты делаешь с Джавахиром». Хасан очень пугается, когда слышит это, и говорит: «Ладно, ладно, слава богу, мы избавились от этого демона». Беран заказывает одежду для Дилана. Между тем, застой Кудрета привлекает внимание Барана, и когда он спрашивает, что происходит, они говорят, что господин Кудрет, у меня на уме вопрос Джавахира, очевидно, что он не исчезнет комфортно. Когда госпожа Кадер приносит им кофе, она видит, что письмо Джавахира падает на пол и кладет его на стол. Телефон Барана звонит, и он получает известие о том, что лучший магазин Англии хочет приобрести новые модели Барана. Когда Беран приходит в комнату, Дилан пытается подготовиться к ночи и говорит, что у нее нет одежды. Беран говорит: «Подожди», и приносит новую одежду. Дилан примеряет платье и показывает их Берану. Ему нравится последнее платье, которое он носил, и он хвалит Дилана. Дилан очень рад, когда узнает, что все эти приготовления были сделаны для него. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.